Всем привет! В этом видео я покажу, как я готовила пряничную шкатулку для макарон. Если вам интересно, смотрите дальше. Подготовила пряничное тесто. Рецепт есть на канале, ссылку оставлю в описании. Также есть еще видео, где я готовлю похожую пряничную шкатулку и пряничный карусель. Ссылки оставлю в описании, можете посмотреть, если вам интересно. Тесто надо раскатать не особо тонко, но и не очень толстым слоем. Первое я буду делать бока шкатулки. Первый раз я готовила квадратную шкатулку, там все более легче. В этот раз я выбрала сделать круглую шкатулку. И чтобы шкатулка сразу была уже с узором, на раскатанном тесте поставила коврик для кружева, чтобы отпечатался вот этот узор. И далее, чтобы тесто выпекалось в форме круга, надо ставить это раскатанное тесто на пергамент и потом ставить на кольцо. Выпекаю его в таком виде. Чтобы не сползал этот пергамент с кольца, я его просто прикрепила с такими прищепками. Потом достаю. И еще буду немного выпекать в таком положении до готовности. Пока видела, что края уже подрумянились. Так, нам надо выпекать два таких бока. Потом надо сделать дно и крышку для шкатулки. Просто вырезаем дно такого диаметра, какого у нас будет шкатулка. Крышку для шкатулки я сделала на сантиметр больше. С кондитерскими насадками сделала вот такие вырезки. Испекла все элементы. Вот видите, у меня немного не хватило, и там я допекла вот этот маленький кусочек еще отдельно. Шкатулку я буду крепить на темном шоколаде. Если карусель я крепила на изомальте, то тут я выбрала шоколад, чтобы потом этот пряничную шкатулку было удобно кушать. С карамелью, с изомальтом это будет твердо хрустеть в зубах. Внутри шкатулки я все промазала шоколадом. Чтобы было более ровно и красиво, я прошлась спатулой, подровняла. Где не хватило дополнительно из кондитерского мешка, нанесла шоколад, поставила в холодильник, чтобы все застыло. Потом из пластичного шоколада украсила шкатулку. Как украсить шкатулку с пластичным шоколадом, подробнее я показывала видео с квадратной шкатулкой. Если вам интересно, ссылку оставлю в описании. Посмотрите. Все промазано шоколадом. Это для того, чтобы шкатулка была более крепкая. И для того, чтобы, если от макарон крем попадет на шкатулку, чтобы вот этот пряник не стал мягкий, влажный. Чтобы сделать шкатулку более такую старинную, я промазываю вначале белым красителем. Краситель разбавила водкой, использую сухой жирорастворимый краситель, окрашивая всю шкатулку и снаружи, и внутри. Потом надо дать высохнуть и проходимся уже с другим цветом. Я выбрала розовый цвет тоже. Сухой краситель разбавила водкой и кисточкой окрашивая. Оставляю местами белый и местами более розовый. И последнее это пищевое золото, кондурин. Тоже разбавляем водкой, кисточкой проходимся. На глюкозный сироп растапливаю, подогреваю глюкозный сироп и кладу вот такие шарики. Глюкозный сироп быстро застывает, твердеет и очень хорошо держатся разные элементы. Далее подготавливаем макарон. Подробные рецепты макарон у меня парочка уже есть на канале.
И постепенно буду добавлять еще разные рецепты из разных видов муки с разными начинками. Все это постепенно я буду добавлять. Чтобы макароны были более интересные, я тоже из шоколада делаю вот такие декоры. На силиконовый коврик наливаю немного шоколада и кладу сверху крышечку макарон. Ставлю в морозилку, чтобы шоколад застыл. Ему надо хорошо застыть. И потом очень аккуратно, не спеша, снимаю с коврика. Если мы будем шоколад темперировать, то он будет отсоединяться без проблем очень хорошо. Если мы используем нетемперированный шоколад, то его в морозилке надо подержать немного побольше. Мне очень нравится. И вот эта идея для макарон сделать такую пряничную шкатулку. Я искала красивую коробочку, не нашла, и вот подумала, что приготовить из пряничного теста будет даже более интересней, чем самая красивая обычная картонная коробочка. Красивый вкусный подарок. Посыпала разными посыпками, бусинками и сушеными розами, так как эти розы отдают свой аромат, и очень интересно получается, когда открывается эта шкатулка. Приготовить пряничную шкатулку в целом это несложно. По времени немного занимает украшение. Из пластичного шоколада добавить различные элементы. Чем больше формочек мы используем, тем больше по времени нам уходит, пока мы все приготовим. Но сложного тут ничего нету, а результат вот такой оригинальный, интересный, необычный. Не бойтесь экспериментировать, порадуйте близких, удивляйте гостей. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, рецепты, эксперименты. Всем пока!